Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я возвращаюсь на Уэмбли. У меня за спиной, ну да, его не видно, но вот где-то там находится легендарный английский стадион, на котором я был буквально неделю назад на финале плей-офф League One, где Чарльтон Атлетик обыграл Лейтон Ориент и вышел в чемпионшип. А сегодня нас ждет уже другая битва не менее горячая. Сегодня на кону выход в мир лигового футбола. Сегодня финал National League между Олдом Атлетик и Саутенд Юнайтед. Обе команды, я не знаю, как оказались в National League. Обе команды хотят вернуться в мир большого футбола, так что я не сомневаюсь, что сегодня нас ждет и на поле, и на трибунах отменное зрелище. Вы же, так же как и я, заранее настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и погнали! Нас ждет Уэмбли и Олдом Атлетик Саутенд Юнайтед. Будет интересно. Как и неделю назад на матче финала плей-офф League One половину клубов в окрестностях Уэмбли отдали фанатам Олдома. Я в одном из них посетил Уэдерспун. Ну и вот так здесь круто, все на цветах Олдома. Очень крутые поло, очень крутые футболки, майки есть. Нету только вот мерча, я видел классные матчевые пины у людей, но я спросил, где их купить, они говорят, ну, не здесь, не в этом городе. То есть они их изготовили у себя в Олдоме и с ними сюда приехали. Вот это обидно. Ну и вот на подходе к стадиону, конечно же, палатки с мерчем, вот флаги Southend United. Подозрительно напоминают то, что я видел на прошлой неделе, когда здесь были аналогичные, только красно-белые Лейтон Ориент, Чарльтон Атлетик, олдомские розы, вот по одной есть еще шарфы, флаги, вот такие шапки есть, панамы Blue and White Army. В принципе, да, вот тут я смотрю в основном Олдом. Вообще, я вот так смотрю, сегодня по обстановке, по атмосфере возле стадиона как-то даже более заряжено все, нежели неделю назад. Там как-то более камерно было, особенно с учетом того, что я тогда вот шел в толпе фанатов Лейтон Ориент. Сегодня как-то вот и дымы горели, Олдом стикеров понавесил по всей округе. Ну и вот то тут, то там гудят дудки, вот заряды, песни. Как-то вот больше ощущается атмосфера футбольного праздника, нежели на матче League One. Я надеюсь, что вот этот запал сохранится и до сектора, и внутри стадиона сегодня будет супер крутое шоу. Возле стадиона, во-первых, организовали фан-зону для фанатов Олдома, а также здесь и перекусить можно, и мерчом торгуют. Ну и вот такая программка, опять же, формата А4 стоит 8 фунтов, дешевле, чем на League One. Ладно, все, условности соблюдены. Погнали на Уэмбли. Нас ждет битва Олдом Атлетик Саутенд Юнайтед. Будет интересно.
совсем скоро мы узнаем, кто же вернется в мир профессионального футбола. Олдем или Саутенд. И вот так стартовали фанаты Олдема. Саутенд открывает счет. Но вот по первым минутам, даже несмотря на пропущенный мяч, болельщики Олдема очень даже радуют, поддерживают команду, что-то заряжают, там и барабан где-то слышен. Ну и на противоположной стороне поля тоже бодрая поддержка Саутенд. Вот они как задали марку своим отличным предматчевым перформансом, так и тоже продолжают радовать суппортом. Как и неделю назад, если посмотреть на заполняемость трибун, то видно, на чьей стороне перевес. Саутенд забил даже половину верхних ярусов, при том, что у Олдема вот только вот небольшой, вот там уголок пятого, так называемого сектора занят, все остальное пустота. Ну, вот, в принципе, удивляться здесь нечему. Олдем — это Манчестер, а Саутенд — это полчаса на электричке от Стратфорда, от Лондона. Так что, как бы, раскладу сил такому удивляться не стоит. Ну, в любом случае, для нон-лиги посещаемость очень крутая. Я жду официальных цифр. И я очень надеюсь, что сегодняшние команды побили рекорд National League. В принципе, они, если верить твиттер-аккаунтам и официальным сайтам, они очень близки к этому. Если говорить о качестве футбола, то обе команды сегодня играют ярко, круто бьются. Да, конечно, немножечко хромает реализация моментов, но, еще раз повторюсь, очень хороший футбол, зрелищная игра. Полная противоположность тому, что я наблюдал неделю назад здесь же на Уэмбли. Неделю назад я уже вам рассказывал о том, какой здесь прекрасный есть комбо из пирога и пинты за 10 фунтов. Сегодня я не сдержался. Пирог мне очень понравился, честно скажу, в прошлый раз. Поэтому я опять беру Steak and Ale Pint. Без лишних слов. Як вкусно. Всех финал National League. Ваше здоровье. Кайф.
просто. Вот это кайф. Нон-лига, друзья. 5-й дивизион Англии. Все эти эмоции, вот этот накал страстей на трибуне, вот это вот то, чего абсолютно не хватало неделю назад фанатам Лейтон Ориент. Сейчас на этом матче я все это наблюдаю, и сегодня на стадионе две команды и фанатские движухи, которые обе создают отличнейшую футбольную атмосферу. Для обоих клубов возвращение в мир лигового футбола – это вопрос чести, ведь что Олдхэм Атлетик, что Саутенд Юнайтед совсем недавно впервые в своей истории вылетели в нон-лигу. Саутенд вылетел в 2021 году, Олдхэм вылетел в 2022, причем Олдхэм стал первой в истории английской премьер-лиги командой, которая умудрилась пройти весь путь от АПЛ до нон-лиги. Сегодня кто-то из них вернется в Лигу, вернется в мир английского лигового футбола. Кто будет этим счастливчиком, узнаем очень скоро. Если честно, вот сегодня та ситуация, когда хочется, чтобы обе команды выиграли. Ибо и там традиции, и там крутые болельщики, и там люди живут футболом. Саутенд вообще прошел через путь практически прекращения своего существования. Там уже готовили клуб Феникс, но они выстояли и вот сейчас бьются за возвращение в лигу. Олдхэм, мне кажется, его фанаты и его руководство никогда не сомневались, что они вернутся. В общем, очень скоро увидим, чем закончится сегодняшняя битва. Пока что 1-1 и пока что очень круто на трибунах ходить. Сегодняшняя посещаемость 52 115 зрителей. Это рекорд нон-лиги. Предыдущий рекорд был 47 тысяч. Переплюнули. Чтобы вы понимали, в минувший понедельник здесь же на Уэмбли игрался финал плей-офф 4-го дивизиона Англии, Лиг 2, где играл лондонский Уимблдон с Уолсалом. И там была посещаемость 50 947 человек, то есть на 1500 практически меньше, чем сегодня на нон-лиге. Это, конечно, безумие, это очень круто. Олдхэм и Саутенд задали планку, конечно, которую переплюнуть будет просто нереально, я думаю, в ближайшие годы. Билетами на этот матч была очень интересная ситуация. Дело в том, что на нынешних выходных, на выходных этого финала, лондонская транспортная компания TfL закрыла станцию Уэмбли Централ, самую удобную станцию метро для того, чтобы добираться на стадион Уэмбли. Закрыли ее на ремонт, на плановый ремонт. Я не знаю вообще, как такое было возможно, но в общем и целом из-за этого было решено ограничить вместимость Уэмбли 50 тысячами зрителей при общей максимальной вместимости 90 тысяч, секундочку. Конечно же, оба клуба были недовольны. Они подтянули админ-ресурс. Мэр
Большого Манчестера, общался с мэром Лондона, с Садик Ханом. Они долго вели переговоры о том, чтобы хоть как-то расширить квоты. В итоге договорились о том, что какая-то часть квоты будет распродаваться желающим ехать своим ходом. И плюс много билетов будет продаваться в комплекте с автобусами. Именно на таких условиях получилось выбить очень даже неплохие цифры. За несколько дней матча Саутгемптон сказал, что они продали 28 тысяч билетов. Олден сообщил, что они продали как минимум 22 тысячи. И вот сегодня имеем, что имеем. Если бы не ремонт станции, если бы не ограничение на продажу билетов, мне кажется, мы сегодня бы и более красивые цифры видели, что, мне кажется, здесь и Олден мог бы вывести больше болельщиков, да и Саутгемптон бы привез сюда больше фанатов на свою сборовку. Честно, в любом случае, для нон-лиги так потрясающие цифры, потрясающая заполняемость. Еще раз повторюсь, переплюнули Лиг Топ. Это очень круто. Окончено 1-1. Нас ждет овертайм. А вот так начинается овертайм. Саутгемптон забивает. Сейчас Саутгемптон очень мощно звучит, и визуально вот этот спорт смотрится очень классно.
8 минут до конца Олден просто переворачивает игру. 3-2. Последняя минута овертайма. Олден, мне кажется, всей командой обороняется. Сумасшедший матч. По традиции команда идет куда-то наверх центральной трибуны. Там их ждет церемония награждения, их тут медали. И, конечно, их там ждет кубок, который станет вишенкой на торте возвращения в мир лигового футбола. Жест со стороны игроков. Отнесли кубок к фанатской трибуне. И празднуют вместе со своими верными болельщиками.
такой приятной, позитивной, огненной ноте, я думаю, можно с Уэмбли на 2025 год прощаться. Друзья, ну вы все сами видели, это было очень круто, атмосфера на трибунах, Oldham Athletic была крутая. Southend United тоже очень классно поддерживали свою команду, и матч был просто невероятный. Это вот что-то вообще просто абсолютное безумие, как смог Oldham перевернуть игру, ну это легендарно. Я очень счастлив, что я тут побывал сегодня. Я надеюсь, вам тоже понравилось увиденное. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании видео. Вот вам QR-код для этого. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного. Не пропустите.